Всем привет! Я Максим. Я Оля. Наш канал о кругосветном путешествии пополняется длинной большой серией выпусков про жизнь в Израиле. Любая грандиозная идея начинается с мысли «а что если?». С работы Оля пришла, кто-то ей на работе нашептал идею такую. И Оля с порога, а я слышу, как там она бежит в спальне, прям обувь летит куда-то с разные стороны. И Максим, короче, есть такая, это мы, я же могу, получается, у меня прабабушка еврейка, я могу получить паспорт, гражданство. Я такой... Я тогда так этого хотела, что это исполнилось. Я работала в компании, которая занимается помощью получения гражданства за инвестиции, ну, богатым людям, да. Вот, и оказалось, что есть еще другие варианты, это получение гражданства по корням. И тут я узнала, я вспомнила, что моя семья мне говорила о том, что у меня есть корни еврейские, то есть моя прабабушка, она коренная еврейка. А какое у тебя поколение? Я говорю, прабабушка. А, так ты не получишь. Прабабушка не получает, типа, если А прабабушка. что ты такая мотивированная пришла тогда? Потому что я посмотрела в интернете, и там написано, что можно. Все боятся волокиты с документами, но мне просто повезло с родителями, потому что у меня у дедушки все по полочкам было сложно, он мне просто все предоставил, а мне надо было там, разложить и дать это все послу. То есть я не собирала там по архивам, как многие делают. Как это все было, с чего началось? Ну, понятно, мы много чего читали, смотрели, а звонок в израильское консульство, назначение на собеседование на определенную дату, на определенное время. Да. И говорят, какие документы взять. Это было в марте. И как говорят, принесите все, что можете, да? Да, нам сказали, берите все документы родственников, которые у вас есть. А я перечисляю, а это нужно. Все берите. Я такой думаю, оригиналы, все, что можешь. Я такой думаю, блин. Тупо все это документы, нереально все подтверждающие, принести. Не знаю, жизнь других людей. Ну, типа все документы не все хотят дать, потому что они не у вас лежат. Ну да, и мы же еще живем в Киеве, а все наши родственники, одни живут там в Харькове, другие еще в другом городе, и нам надо, получается, как-то это все... Все документы, хотя сказали нести все документы, на самом деле это не то, что нужно. Это какая-то еврейская форма изъяснения мыслей, несите всего побольше. Что-то да пригодится. Да, да. Но... Все ж нельзя принести, а в итоге что нужно? Это цепочка всех документов, которая идет от предка еврея к тебе. Это, например, в данном случае самый главный документ — учетная карточка члена КПСС, где написано, что бабушка моя еврейка, там написано еврейка. Национальность еврейка, и в ее паспорте написано национальность еврейка. Но когда я принесла только паспорт, мне сказали, а есть еще что-то? И я говорю, ну вроде бы есть красная карточка. Он такой, а почему это вам дедушка ее не передал? То есть это да, мы было... потом донесли. Мы еще донесли, да. Несите все, вот про слово еврей, где написано, все несите. Да. Вот. И вот эта цепочка, это за кого она вышла замуж, кто у них родился, кто родился у них, за кого она вышла замуж, кто где поменял фамилию. Ну и, соответственно, свидетельство о браке, свидетельство... до тебя. Да. Не прерывалось. Моими документами не особо интересовались, там спросили меня диплом, высшее образование есть или нет. Я принес на всякий случай копии твоих родителей? Моих родителей. Но они не понадобились. Ну, они не знаю, уверен. Для галочки их нужно было принести, но их внимания им не уделяли. Да. И я так понял, это не собеседование. Ну, собеседование, когда на тебя смотрят и решают, типа, давать тебе, не давать, там зато вопросы каверзные задают. Ничего такого не было. Главное, чтобы был подходящий документ, а как вы будете отвечать, короче, это второстепенно или вообще не важно. Никаких вопросов, к которым я пытался морально готовиться, не было, как всяких каверзных. Ну да. Итак, на третий поход в консульство, могло бы быть даже на второй, нам дали визу репатриантов в наш паспорт. Вот. Она дает право в течение полугода въехать в страну, получить на месте, прям по прилету, гражданство, ну и жить и все такое. Сейчас мы расскажем более подробно. Когда мы вышли из посольства и увидели наши долгожданные визы, которые мы получили довольно просто, мы очень обрадовались, и это был какой-то новый шаг в новую жизнь, и мы очень хотели уже что-то поменять. И это была уже даже и моя инициатива, мы уже устали от Украины, хотели что-то резко поменять и уехать. Да.
мы большие путешественники, и мы в последние 1,5 года на тот момент жили в Украине, а до этого не в Украине. До этого мы жили в Дубае. О том, что мы собираемся пробовать получать гражданство, это твои родственники и мои родители. Они сказали: ого, ничего себе. Получилось, повезло, молодцы, что попробовали. Да. Значит, получили мы визы, да. И после этого оставалось ждать, когда нам назначат рейс, но нам надо было определиться. 2 варианта. Либо ехать своим ходом, покупать билеты за свой счет, разбираться с нюансами бюрократии самим. Да, тут многие знают русский и английский, но без иврита не обойтись серьезно. Не советую никому. Либо ехать по программе. О программах вы можете узнать по номеру телефона, который вам дадут в посольстве. С вами очень культурно поговорят. Я уже по первому звонку почувствовал что-то, то, зачем я заскучился, находясь в Украине. Это нормальное отношение человеческое, культурная речь и доброжелательность. И тогда я начал задумываться о том, что получение гражданства Израиля — это не просто крутой загран, а может быть, стоит там остаться. Да, но, честно говоря, Первая мысль была: а давай получим загран и уедем. Да, это была первая мысль, и мы не будем этого скрывать. Действительно, я думаю, так раньше и делали. По мере того, как мы начали углубляться, и еще не приехав в Израиль, общаться с представителями, заранее входить в эту атмосферу, нам уже так понравилось, что мы решили, что мы поедем похоже жить на страну для жизни. Они хотят, чтобы люди, которые каким-то образом относятся к их культуре или даже по крови, да, они хотят, чтобы эти люди приехали и жили в стране, и они даже нам говорят, чтобы вы домой вернулись. То есть мы ни разу не были в Израиле, я не была. Я вообще ничего не слышала про эту культуру особо. Но они меня приветствуют. По приезду буквально висят таблички «Добро пожаловать домой». Да. И об этом позже. Да. Что означает пойти по программе? Это означает, что вас проведут за руку от того момента, как вы в Украине позвонили по номеру, и до того момента, как вы уже в Израиле и знаете иврит, и, скорее всего, уже работаете. Сахнут. Это что? Это организация, я же это и говорю. Которая находится у вас в стране, которая занимается перевозкой ценного груза в виде репатриантов. И они во всем помогают. Вот это как раз та организация, которая... Все очень индивидуально. Да. Вас спросят, на какую программу вы хотите, расскажут про все программы, посоветуют программу. Вы примете решение, на какую. Вам скажут: такая-то программа такого-то числа, вылет такого-то, выбирайте. Дальше наступает сам день репатриации. Мы поехали за вещами в нашу квартиру, так как сами жили на съемной. А нашу квартиру мы сдали еще 3 месяца назад. И поехали в путешествие. Этот выпуск вы можете посмотреть у нас на канале. Мы проезжали мимо посольства и вспоминали, как почти год назад мы суматошно туда бегали, отпрашиваясь с работы. Мы пришли на кухню, и тут я заметила, что офигенные ребята, которые у нас живут, приготовили нам завтрак и написали сообщение: «Доброе утро, я уже убегаю к косметологу, приготовила вам завтрак. Если не голодны, можете не кушать. Если остынет к вашему приезду, можете подогреть в микроволновке. Позавтракайте при свечах на дорожку. Хорошо вам доехать, ждем новые выпуски на YouTube». По Таниному совету мы зажгли свечи и очень вкусно покушали. Таня и Миша, спасибо вам и передаем вам огромный привет. У нас большой опыт переездов, поэтому в этот раз мы разложили все вещи по коробкам, которые купили на почте, а коробки положили в баулы. Фух, это все. Что ты делаешь, Оль? Я клею наш номер багажа и фамилию. А зачем? Чтобы потом наш багаж нормально распределили и нашли. Можно брать 3 багажа на человека, 2 вручную кладь. Писать маркерами не обязательно, мы сделали это для себя. Сбоку еще написали вес, тоже для себя. Убрать этот чемодан. Сначала взвешусь сама, смотрите, сколько я вешу. 65,6. Теперь берем вместе с чемоданом 3,7. Теперь математические знания применяю. К вам домой приезжают на большой грузовой машине. Бесплатно. Бесплатно. Мужчина, который хорошо выглядит, приятно общается. Да, все вещи, это мы не берем.
И вот он, момент истины. Закрываем все двери и идем в новую жизнь. Об этом получилось бы подумать, если бы у нас было полчаса в запасе. Фух. Странно, кажется, что эта сумка такая же по размеру, как твой рюкзак. Я считаю, что мы не можем распланировать наши проблемы. Big problem. А ты сумки посчитала, как всегда нужно? Нет. 1, 2, 3, 4. Должна быть 7 больших и 4 маленьких. Но суть в том, что в любом случае это был классный чувак, он поднял нам настроение, он помогал нам вот заносить все вещи. Мы опаздывали, мы не собрались с тютелька в тютельку, хотя он приехал в тютельку. Он нас вообще не торопил, он улыбался и не нервничал, что поднимало нам настроение и избавляло стресс. Да, и он говорил, да успеем, все нормально будет. Он вообще... Он взял все наши вещи, потому что пока мы собирались, он отнес все наши вещи уже в машину. Да. Быстро вышел. Быстро вы считаете? Мы считаем, что мы медленно. Вау, впереди даже предложили сесть. Пипец, как жарко. А вы такой спокойный. Нам спасибо, что вы такой спокойный. Да, что вы нас не торопите. А мы так хотели еще полчаса последнее посидеть, пообщаться, нет. порассуждать. Не получилось. Не уложились. Да? Все так бегают, как мы. Он был здесь с наушничком. С наушником, как у агента супер ЦРУ. спецслужб. Ну и что дальше? Мы приезжаем в аэропорт, где нас ждали грузчики, которых тоже специально заказали для того, чтобы нам помогли отнести вещи в аэропорт, внутрь, да, в само здание. Соответственно, это тоже... Вообще, все, что мы вам рассказываем, я даже не буду говорить, что это бесплатно. Ну, больше не буду повторять. Вот все, что мы будем вам рассказывать, все, что будет происходить, а это именно трансфер, перелет, количество мест в багаже. Все, что касается процесса репатриации, бесплатно. С такой поддержкой невозможно забыть что-то подписать или потеряться. У Дмитрия, он называет себя посланцем, предусмотрены все ситуации. Даже если у вас разошлась сумка, у него есть 3 пачки скотча. Дальше было собеседование со службой безопасности. Нас допрашивали больше, чем остальных, но мы чувствовали себя уверенно. Дальше вылет, перелет, все как обычно. По прилету сразу из самолета нас встречают с табличкой «Добро пожаловать домой», только на английском. Собираются человек 15-20, таких же, как мы, и все дружно идем от одного места к другому, к третьему. Мы вышли с самолета, идем сейчас за багажом, и нас должны встретить и сказать «Добро пожаловать в Израиль». Сейчас посмотрим. Пришла наша очередь получать документы. Мы подошли к стойке, за ней была женщина, которая отлично говорит на русском языке, приятно говорит, все вопросы схватывает на лету. Она нас поприветствовала в Израиле, поприветствовала с тем, что мы теперь граждане. Первый документ и самый важный, который нам дали, это вот этот. Это временное удостоверение, которое дается одно на двоих. Дальше нам дадут, чуть попозже нам дадут паспорт после карантина. Еще нам дали 5000 шекелей. Да, вот в таком вот пакетике. Тут все по 200. О, сейчас еврейская музыка заиграет. Это эквивалент $1500. То есть где-то 750 на человека, и это на первый месяц. И важный момент. Просто нам дали эти деньги на первый месяц, но при этом мы сейчас живем бесплатно, поэтому мы их тратить не будем.
И дали сим-карту, мы ее, правда, уже открыли, но выглядит она вот таким образом. Здесь написан номер телефона. И она тоже одна на семью, нам ее дали тоже временной. И также нам дали вот такую папочку, как нам получить банковский счет. То есть тут здесь полностью все описание, чтобы мы не потерялись, не там забыли ничего. То есть здесь все описано на русском языке. Да. Возьмет время. Что-то сумку дали нам в подарок? Информация какая-то. На карантине будет не скучно, сказали. Я вообще все хочу, я халяву люблю. Мы снимали блог, и у нас попросили взять наклейки и посмотреть. И спросили, где можно посмотреть. Вот, и мы дали наклеечки наши любимые, которые мы недавно распечатали. И теперь у нас будет плюс 3 новых подписчика, я надеюсь. Да? У этого парня, который нас везде водил, оказывается, есть телеграм-канал, там 9000 подписчиков, называется Ойвей. Там для русских в Израиле что-то такое. Автоматический паспортный контроль. Это еще один признак развитой страны. Регистрируемся для теста на коронавирус. На каждом этапе есть кто-то, чья работа помогать. Помните, как год назад мы смотрели на дядек в таких костюмах по телевизору, и нам становилось не по себе? Take off your mask and open your mouth, please. Okay. Please again. Okay. Now the nose. Stay still. Try not to move. And that's it. We're done. Finito. Ну, через глаз не выходит, то хорошо. Багаж пришел очень быстро. Ни на одном из этапов не было долгого ожидания, очередей, томления. В Израиле нет никакого психологического давления, что в Украине присутствует повсеместно. Люди приветливые, внимательные, интересуются тобой. Через 40 минут мы были в гостинице. Там нас встретила женщина, администратор-менеджер отеля. Она была похожа на героиню из какого-то фильма фантастического. Она бы походила на капитана космического корабля. И еще ее образ дополняло то, что вокруг стояли солдаты. Вещи мы оставили в большом зале, а в номер мы могли взять только ручную кладь и один большой чемодан, который мы подготовили заранее. На этом этапе нам дали ключи от номера и ужин. Ой, я такой артист, типа первый раз зашел. Вот. Покажи наш номер. Все, мы больше не выйдем отсюда. Да, ой, я закрыл дверь, все, значит, карантин начался, 10 дней. Мы не можем отсюда выходить, а то... Жопа. А то 5000 шекелей штраф. Так, смотрим вид. Смотри, тут бассейнчики, там море, там есть море. Номер нам понравился, я такой и ожидал. 10 дней карантина пролетят быстро. Было очень интересно, чем нас будут кормить. Мы как будто распаковывали подарки на Новый год. Короче, я сейчас смотрю, мы здесь не похудеем. Посмотрите, здесь... Ну, тут и фрукты есть. О, огурчик, Кексик. груша, Ветчина. колбаса. А у нас разное, можем микс. Местное Я бы вино. схавал сейчас с удовольствием. Майонез. О, Майонез майонез. и mustard, это горчичка. Какая хрень. Да. Я с такой болью в глазах. Потому что такое на ужин, это... Да ладно, ну, типа, подожди, ну, Мы тебя разжиреем. бесплатно кормят. Я Ну, позвони в Глова, закажи суши, кто тебе мешает. Я так и сделаю. Я буду огурец и грушу. Я так устал. Это все, что мне подходит. Я тебе дам свой огурец. А где твой огурец? А вот он. Я дам тебе свой грушу и огурец. Я попробую, тут скажи, вкусно или нет. Ну да, одну откроем, попробуем. Да, ради интереса. Оно не очень-то ядреное. Так интересно, все новенькое. А что он мне с испанского переводит, если это иврит? Иврит. Во. Не поддерживается.
Ты ё-моё, чё ж он сохнуть и не учился-то? Дай огурец попробовать, скажи, он вкусный? Израильские огурцы. Хорошая. Вау. Офигенно. Огурец не такой, да. Можно его на масочку себе положить? Кто-то там жаловался на огурцы в Израиле, я вообще не помню, кто это. Какой-то блогер. Вроде куча людей, постоянно в голове всплывают, и она вспоминает их фразы. Что не фраза, то для Оли травма, она потом прокручивает по 100 раз. Будьте осторожны, Оля очень ранимая. Проще, ждите наших следующих выпусков о нашей жизни в Израиле. Мы уверены, что вам будет интересно. Здесь даже для нас много всего нового будет, поэтому это будут такие же первые впечатления. Несмотря на то, что мы многое видели, я уверен, нас многое что еще удивит здесь. Мы ни разу не были гражданами новой страны. Я ни разу не была в Израиле. Я не учил язык, похожий на иврит, он ни на что не похож. Да. А мы собираемся его учить. Следите за нами, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до встречи в следующем видео.